Всем привет, меня зовут Рима и добро пожаловать на канал Бисероплетения с Римой. Сегодня я покажу, как закрепить концы браслета, сделанный на станке, и покажу, как сделать застежку. Сначала мы непосредственно плетем сам браслет на станке, на картонке, неважно какой способ, и оставляем вот такие вот концы в начале и в самом конце браслета. Ссылочку на схему я оставлю в описании под этим видео. Теперь мы разрезаем пополам наши ниточки, которые идут полностью все с одной и с другой стороны. Берем иглу и будем продевать в каждую ниточку и прятать наши нитки. Я начала со второй, так как у меня ниточки по бокам идут более плотнее. В идеале, если лучше всего оставлять концы более длинные. И начинаем продевать между нитями. И таким вот образом мы спрячем наши ниточки между рядами. И таким вот образом выглядит одна сделанная сторона. Делается это довольно легко, но время затратное получается, так как каждую ниточку нам нужно продеть и пройтись по рядкам. Нам не обязательно идти именно прямо, затем поворачивать. Мы можем немножко погулять по рядкам. То же самое мы можем, например, если ниточки были справа, переместить их налево и слева направо. Ниточки нигде не видны. Все очень смотрится красиво и гармонично. Здесь, естественно, немножко такое вот будет плотненькое, но по сравнению, если дальше сравнивать, то здесь будет более чуть плотнее. И точно так же, таким же образом делаем вторую сторону. И длинная ниточка, которая у меня была, я ее не трогала, пока я ее оставила для застежки. Лишнее, естественно, мы обрезаем потом. И покажу еще раз, как это все происходит, как это все делается. Первую я не трогаю, потому что она у меня более плотная, и мне так, в принципе, удобней. Я прохожу в первую бисеринку. Очень делаю это легко. Главное не стягивать особо, потому что у нас пойдет искажение. И прохожу под ниточкой одной, второй и третьей. Все делаем очень легко, аккуратно, осторожно. Самое главное, никуда лучше не спешить. Например, давайте здесь можем повернуть. И пойти по другому ряду.
После того, как закрепили все концы, все закрепили, все сделали, лишнее мы обрезаем. Аккуратненько очень обрезаем. Вот браслет уже с обрезанными концами. И переходим непосредственно к застежке. Здесь очень много вариантов, именно просто куча вариантов, какие мы можем сделать застежку. Например, если мы не хотим плести ее из бисера, то мы можем вполне использовать, в зависимости, конечно, от браслета. Например, можем прикрепить такую, если у нас чуть шире браслет. Можем взять чуть поменьше, на 3. К примеру, можем взять тогл, прикрепить. Ой, тогл, тубус этот. Можем, да, взять застежку тогл сделать. Можем сделать из бисера. Можем взять готовую, прикрепить. Далее есть еще такой вариант маленький, но их много вариантов вообще. Как бы тут на вкус и цвет. Можем взять магнитную застежку. Сделать здесь такие маленькие петелечки, поэтому я и оставила концы. Сделать петелечки и прикрепить застежку. Можно вместе с петелечками прикрепить такую застежку. Без соединительных колечек, я имею в виду. Из бисера мы можем сделать, к примеру, здесь петелечку, здесь продолжение и бусина. Бусину, не знаю, например, вот большого, чуть большего диаметра, какую-нибудь, вот, к примеру, такого вот плана рондель, либо чуть поменьше, либо можем кругленькую поставить. Да так, у меня поблизости просто цвета здесь лежат. Либо можем кругленькую. И таким вот образом оно будет скрепляться. Все эти варианты я буду показывать в последующих видео. Разные варианты создания застежки для браслета на станке. Теперь приступаем к плетению застежки. Нам понадобится 2 6-миллиметровые бусины и бисер. Я прошлась вниз и прошла еще дальше по первому ряду сквозь 3 бисеринки. И буду набирать 6 зеленых, затем бусина и 3 белых. Теперь проходим в бусину. И еще сквозь все 6 бисеринок добавленных. Для более надежности я пройдусь еще раз, так как у меня ниточка тонкая, это всего 0,1 мм. И дабы оно было не как сопля висела, а было более плотно, я пройдусь еще раз круг. И теперь проходим в следующие 4 бисеринки. И делаем точно такую же застежку. И оставшийся конец мы закрепляем между нитями и обрезаем лишнее. И теперь будем делать петельки. Набираем 19 бисеринок, у меня это 3 белых и 16 зеленых. Теперь в последние 3 бисеринки продеваем иголку. И получается такая вот петелька. Естественно, я еще раз для надежности пройду. Я здесь аккуратненько поддеваю. И прохожу еще раз полностью круг.
точно такую же делаем вторую петельку. И также закрепляем между нитями. И вот наш замечательный браслет готов. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И как всегда, на этом я с вами не прощаюсь.